Так, надеюсь, стрим стартанул. Мы где-то тут в центрах. Проверим. Так. Кто-нибудь есть? Так, Александр пишет привет. Так, стрим, значит, что у нас пошел. Смотрим мы на Спасо-Преображенский собор. Площадь Преображенская, начало улицы Пестеля. Ну и в планах у нас сегодня прогуляться вдоль канала Грибоедова. То есть сейчас мы до него дойдем. Буквально минут 10-15. И пройдемся по каналу Грибоедова. Расскажу про какие-то интересные места. Возможно, зайдем в какие-то интересные места. Но это я, Роман. Вы на канале Откройте Питер. Прогулки по Санкт-Петербургу. Сегодня гуляем в очередной раз в живом эфире по самому прекрасному городу мира. Ну и сразу небольшой анонс. В конце стрима будет конкурс. Там я расскажу условия и призы. Собственно, кто смотрит в записи, в принципе, можете сразу перематывать на условия в конец. Так, непонятно, что происходит на самом деле. И что такое у нас со связью сегодня. Так, вроде улучшается. Крот Валерий, привет. Привет. Да, если так дальше будет продолжаться, не факт, что и запись вообще у нас получится. Это тоже немножко напрягает, друзья. Так, ну что, вроде тут налаживается, да, жизнь? Жить стало лучше, жить стало веселее. Вроде как. Ну, давайте оставим так, посмотрим. Вроде поехало. Так, у нас что здесь? Проходим Соляной переулок, Академия Штиглица, Пантелеймоновская церковь. Так, надеюсь, нигде стримы не поотваливались. Я имею в виду, у нас сейчас стрим идет на ВК и на YouTube платформы. В Рутюбе будет запись стрима выложена. Но мы уже подошли к реке Фонтанке. Так что нам тут уже и до Марсового поля недалеко, и там, где у нас канал Грибоедова начинается. Вот. Так, ну да, нормализовалось. Напомню, идем по улице Пестеля. Так что впереди у нас вот эти вот деревья, это летний сад. Как бы он зимой
не старался выглядеть по-летнему, у него не получается ничего. Инженерный замок. Река Фонтанка. Где-то пытается проглянуть солнце сквозь облака и тучи. Так, друзья, YouTube-то у нас идет, нет? Как? С YouTube напишите, пошла ли трансляция, не тормозит ли. YouTube-чек. Скажите. Там человечек с удочкой денежки ловит. Видите? Да, сегодня я сейчас расскажу про конкурс, я напомню. Вот у нас тут чижик-пыжик, вы видите. К нему кидают монетки. Да, всем привет, привет. Волгоград, вижу, хорошо. Спасибо, друзья. Вот, кидают монетки, конечно же, большинство чижика-пыжика не попадает. Там на нем не задерживаются, падают вот на лед. И человек с удочкой и магнитом пытается собирать денежки. Кто, как говорится, на что учился, да? ДПС что-то творят непонятные. Самое прикольное, что зима, да, а летний сад работает. Видите, люди там внутри ходят. Так, в YouTube все идет отлично, хорошо. Вы не хотите еще раз в Твиче публиковать стримы? Ну, Татьяна, если вы мне объясните, я вот не понимаю сакрального смысла на Твиче. Твич — площадка для игр, для стриминговых этих всех платформ игрового формата. И что мне там вот этими прогулками по Петербургу на Твиче делать, я не понимаю. Вот. Распыляться мыслью по древу я тоже не понимаю, не вижу смысла. Ну, я имею в виду стримить сразу на 10 тысяч площадок. Это как бы технически не так-то просто. Ну, вроде просто, но не дешево получается на круг. Ветер в микрофон. Окей. Тогда, пока мы здесь на открытых пространствах, включим. Петлично отличный. Да, у кого-то уже весна на носу, и елки были не убраны, но хорошо. И так, мы уже вот у Марсового поля. Чтобы было понимание, то сейчас нам ничего не напоминает об этом, но раньше здесь была болотина. Было болото. Был такой, ну, грубо говоря, было болото. Растительности-то сильно высокой-то и не было. Ну и вот решили они эту болотину немножко осушить. Вырыли 2 канала. Здесь с этой стороны
канавка летнего сада, и с другой стороны Марсового поля был канал, такая канавочка. Осушили они это болото, и получился Катькин луг. Впоследствии Марсового поля. Ну и здесь у бывшего болота как раз брало свое начало речка Кривуша. Речка Кривуша. Мы сейчас идем вдоль мойки. Ну а мойка делала ответвление налево. Это речка Кривуша была. Впоследствии ее обличили в камень. Все это было при Екатерине II. И поэтому речку Кривушу переименовали в Екатерининский канал. И имя... Ну так, ладно, про это чуть раньше, чуть позже скажу. Так, друзья, ну, наверное, давайте. Основная масса уже собралась. Еще раз повторю то, что сказал в самом начале. И вы, наверное, видели в названии ролика есть слово «конкурс». Это сразу маленький спойлер. Конкурс будет в конце. Условия и призы тоже я покажу и расскажу в самом конце. Все будет в описании к видео. Конкурс я постараюсь провести на обеих площадках. И на YouTube, среди подписчиков на YouTube и среди подписчиков в ВК. То есть, по большому счету, должно быть 2 приза. Так как приз материальный, мне надо будет его отправлять к вам куда-то на почту. Соответственно, будет некое ограничение по отправке, то есть куда-нибудь за границу, возможно, у меня отправить не получится в связи с объективными причинами и геополитической обстановкой. Но если вы выиграете и вы в другой стране, не в России, и доставкой будет проблемы, то можете, в принципе, будете назвать любой адрес там, своих друзей, родственников. Я отправлю им. Но это мы договоримся уже с победителями отдельно. Привет из Чапаевска, Самарская область. Хорошей прогулки, спасибо. Так, дядя Коля, всем привет. Роме здоровья, прекрасного настроения. Да, все с настроением отлично, как обычно. Какие-то, смотрю, работы проводят по зачистке мостов. Интересно. Так, здесь как-то надо так походить. Но я бы перешел прямо здесь дорогу. Потому что что-то мне зебрами этими обхаживать очень не хочется. Да и машин мало. Поэтому мы сейчас тут перебежим. Вот где здесь была, здесь сейчас дорога. Раньше тоже был канал. И по этому каналу вода уже стекала в Неву. Ну и, соответственно, осушала этот болотистую местность. Ой, ладно, идем. Закрыв глаза, не видя препятствий. Вот видите, у нас здесь 2 моста в одном месте. Один через мойку, а второй, получается, что через канал Грибоедова. Вот именно здесь у нас канал Грибоедова и начинается. Можно попросить экспозиции немного прибавить. Василий, нет. Все на автоматическом. А вот экспозиции. По ходу нашего сегодня прогулки я буду как бы показывать, общаться с вами и что-то, какие-то ремарки вставлять. То, что я себе тут шпаргалку записал. Так и вот, набережная канала Грибоедова проходит через весь исторический центр города. На ее берегах находятся многие широко известные достопримечательности, храмы, здания, мосты. Прогулка вдоль этой красивой и
протяженной набережной любимый маршрут для приезжающих в Санкт-Петербург туристов, говорит моя подсказка. Канал берет начало в районе Мойки у Марсового поля, впадает в Фонтанку у Малокалинкинского моста, длина 5 километров. Канал проложен по руслу бывшей реки Кривуши, или еще по-другому ее называли Глухая речка, ранее вытекавшая из болот вблизи Марсового поля. Набережная начала отстраиваться в 1737 годах. 37-х. Так, Александр, привет из Перми, привет. После обустройства канал, он был официально назван Екатерининским в честь императрицы Екатерины II, при которой было проведено первое укрепление его берегов. Углублено дно и сооружены гранитные набережные и многие мосты. Это произошло в 1764-1790-х годах. В честь русского драматурга и дипломата Грибоедова, проживавшего в доме номер 104 на набережной, канал был переименован в 1923 году. Причем сначала он стал называться каналом писателя Грибоедова, и только в 1931-м просто каналом Грибоедова. Канал Грибоедова начинается с одной из самых известных храмов Петербурга, Спаса на Крови, церковь Воскресения Господня, не похожая на всю окружающую архитектуру, в древнерусском стиле, с мозаичными фресками, напоминающими собор Василия Блаженного. Храм стоит поперек канала, как бы перекрывая его. Собор построен на месте убийства Александра II, отсюда и название «На крови». Да, до Семимостья, Юля, мы сегодня дойдем. Вот. Мне бы, дядя Коль, твою уверенность. Мне бы твою уверенность. За четверть века, что строился собор, архитектурные вкусы успели измениться, поэтому сооружение, задуманное с соблюдением всех эстетических норм эклектики, испытало влияние арт-нуво, особенно в интерьерах, которые делались позже. На фоне классического и западнического Петербурга Спас на Крови выглядит совершенно нелепо. Однако с течением времени к древнерусскому узорчатую бок о бок к Росси, у нас слева там здание Росси построил, как-то, привыкли. И храм стал одним из самых любимых туристических мест. На этом здесь историческая справка пока заканчивается. Идем далее. Или далее. Ветерок, конечно. Когда-то, хотя давайте даже сейчас обойдем по левую руку вокруг Спаса, в телеграм-канале как-то выкладывалась фотография, как здесь местность вокруг храма выглядела в первые годы, когда был построен собор. Сейчас обойдем. Я попытаюсь на пальцах рассказать. Так, спасибо за ответ, посмеялся от души. Ну, я вроде не шутил. Да, ветрено что-то сегодня. И ветер такой холодный, что прям горят руки, обжигает. Надеюсь, мы сегодня будем заходить в теплые
места и помещения. Будем не только снаружи смотреть на Петербург, но и внутри. Так, у нас тут псевдо самозванцы. Вот мы с той стороны подходили к Спасу, там вход, а с этой стороны уже выход из собора. Не знаю, почему они тут пытаются сюда зайти. В принципе, их никто сюда не пустит, а здесь не пустят, потому что здесь выход. Так вот, видите, канал как бы вдается в... Канал, говорю, Спас на Крови вдается в собор. Так, привет из Мичуринска. Смотрю прогулки многих блогеров по Питеру, но вы лучший. Спасибо, Валерий. Но... Так, озвучка познавательная. Да. Вот все иконы, что снаружи, что внутри, это мозаика. Друзья, уникальность Спаса на Крови заключается именно в том, что это не росписи по фреске, а это все мозаичные изображения. Так вот, в первые годы, когда был только построен собор, здесь был вокруг него и над каналом Грибоедова деревянный мост. Можно было вокруг, как по площади, ходить здесь. Потом, конечно же, это все было разобрано, деревянное. Ну и в камне оставлена меньшая часть мостовых сооружений. Сразу можем так, аноним, спасибо. Да, напомню, что можно абсолютно без зазрения совести и тягостных терзаний донатить. О, смотрите, тут не все уехали. Вроде бы их всех повыгоняли, а часть осталась. Ну окей. Видимо, нашли компромисс. Да-да, привет из Мичуринска я уже прочитал. Спасибо, на хлеб не намазать. Ну, вот в том-то и дело. Здесь вот слева выходят люди. Это корпус Бенуа Русского музея. Русский музей императора Александра III. Основан в 1895 году. Вот, а нас сейчас будет интересовать вот этот дом справа. Ну что, оранжевого цвета, да? Набережная канала Грибоедова, дом номер 9. Сейчас дойдем до мостика пешеходного через канал. И там я про этот дом кое-что вам расскажу. Или, в принципе, что? Давайте, пока идем, расскажу. В целом. Дом построен в начале 19 века. Сейчас в нем располагается музей-квартира Зощенко. Дом строили архитекторы Русско и Стасов. В конце 19 века здесь жили музыканты придворного оркестра. Там же работал один из лучших в Европе музеев музыкальных инструментов. Коллекция... Пермяк, спасибо за донат. Коллекция которого впоследствии была передана Эрмитажу, а теперь составляет основу коллекции Музея музыки Шереметьевского дворца. В 30-й дом было решено надстроить. Чтобы в верхних этажах поселить ленинградских писателей. В доме жили Заболоцкий, Рождественский, Шварц и Герман. Михаил Зощенко переехал в этот дом в 1934 году. Впоследствии неоднократно менял квартиры на все более скромные. Если в 1934 году он во времена расцвета своей славы и успеха
занимал самую большую и благоустроенную квартиру в доме, пятикомнатную с номером 122, то окончил свои дни в двухкомнатной квартире номер 199. Именно в этой квартире, где Зощенко прожил с 1955 года по 1958, устроен сегодня музей. Музей уникален тем, что все вещи здесь подлинные, обстановка восстановлена с детальной точностью, а этим могут похвастаться не очень многие мемориальные квартиры в Петербурге. Тут еще такой дом писателей его называли. А здесь слева вот желтое здание с портиком, трехэтажное, рядом с итальянским пешеходным мостом, дом ордена иезуитов. В первые 10 лет существования, с 1805 года, здесь размещалось престижное закрытое учебное заведение, где учились цвет отечественной аристократии. Голицыны, Вяземские, Строгановы, Адаевские, Шуваловы. Примечательно, что заведение вскормило с десяток, если не больше, будущих декабристов. После того, как в 1815 году иезуитов изгнали из Петербурга, пансион был закрыт, а в здании заработал военно-сетородский дом, который впоследствии переоборудовали и сделали жилым. Напротив этого дома иезуитов, с другой стороны канала, дом номер 13, здание общества взаимного кредита. Автор проекта стал Сюзор, один из самых модных петербургских архитекторов конца 19 века. Дом впервые в России полностью был построен из несгораемых материалов. При сооружении перекрытий использовались только металлические балки и бетонные стены, которые облицовывались камнем и штукатурились. Банковское здание было обеспечено не только лифтами, канализацией, электричеством и водопроводом, но и сигнализацией. Еще одно немыслимое для тех времен новшество. Купол здания украсила скульптурная группа. Сейчас я приближу. Так. Нептун, Меркурий и фигура славы. Слава России. Автор скульптур Опекушин и Йенсен. На нижнем этаже здания размещалось впервые в России помещение для несгораемых сейфов. Так называемая гранитная кладовая. На втором этаже, куда ведет парадная лестница, располагается громадный операционный зал, удивительно роскошный. За годы существования здания не раз меняло название, но сейчас все вернулось на круги своя. В здании по-прежнему банк. Пойдемте, зайдем. Если сегодня банк работает, то мы зайдем внутрь. Я хочу вам его показать изнутри, потому что уже много-много раз проходил здесь мимо. Не единожды... Хотя нет, решетка закрыта, банк, наверное, закрыт. Блин. Я думал, банк в субботу будет работать. Так, мультик, да, привет. Да, я читаю, я подсказочки себе выписал про некоторые здания. Всего не упомните, я, друзья, не экскурсовод, я лишь прогульщик. Вот, и вот вы со мной прогуливаетесь по этому прекрасному городу, да. Ворота закрыты. Сегодня банк не работает, но здесь банк. Видите, здесь по первому этажу, где решетки были из гранита, сейфы несгораемые, а по второму этажу здесь правда операционный зал, а третий этаж, там у них уже кабинеты у этого банка. И в будни, в часы работы банка вы можете легко зайти. Давайте я сейчас перейду, там какое-то объявление на входе. Ой, что-то тут в чем-то там предупреждают. Просто скользкий порог, говорят, и все. А банк Росбанк здесь находится. Вы спокойно заходите в эти двери, никого ничего не спрашивая, никто к вам не пристанет. Поднимаетесь по парадной лестнице на второй этаж и разглядываете, ходите в операционный зал. Там причем сохранились все оформление
историческое. Так что вот мы сейчас дальше пойдем к дому Зингера, к дому книги, и в него тоже зайдем. Но если вы здесь когда-то будете крутиться, сходите в этот банк, просто поглазейте. Там очень интересно. Там даже висят прейскуранты на вклады, переводы и прочее, прочее. Да, банк закрыт сегодня, но, к сожалению, так бы мы зашли. Но оставляю вам это на факультатив, на домашнюю работу самостоятельную. Так, в банке погреться нам не удалось. Ну, тогда мы здесь у дома Зингера. Здесь на пересечении с Невским находится высокий дом со стеклянной башней, дом компании Зингер. Фирма Зингер собиралась построить для своего офиса первый в Петербурге небоскреб, но из-за правил высотного регламента выше Зимнего дворца в центре строить было нельзя. Проект не удалось воплотить. Архитектор Павел Сюзор компенсировал недостаток этажей башней с огромным стеклянным куполом. Приближу. Громадным стеклянным куполом. Даже не куполом, глобусом, господи. Глобус. Дом, ставший самым ярким примером русского модерна в Петербурге, в свое время вызывал много споров. Находилось немало людей, считавших его отвратительным, вульгарным. Сейчас же без дома Зингера уже невозможно представить себе Невский. Вот уже почти 100 лет в доме Зингера расположен старейший и крупнейший в Петербурге дом книги, и на верхних этажах находятся ведущие издательства, а еще офис одной известной социальной сети. В дом книги обязательно стоит заглянуть, полистать книги, которых здесь невероятное количество, и выпить в кафе, в панорамном кафе с видом на Невский. Давайте мы кофе, конечно, пить не будем, так уж получится, но в Зингера, в дом книги зайдем. Так, всем привет. Жаль, опоздала на начало прогулки. Ну, вы пока еще далеко не ушли, так что многое пока не пропустили. Пропустили только мой анонс, что у нас в конце стрима я вам расскажу про конкурс и про его условия. И про приз. Вот. Так, надеюсь, у нас тут не нападут. Ну, в общем, вот с чего сейчас сделаем? Небольшой кружок по залам произведем, если тут у нас никаких проблем со связью не будет. Но по большому счету большинство просто приходит поглазеть, правда. Вряд ли покупать удается. Здесь 3 этажа, 2 сверху, 1 нулевой получается. Прикольный купольный и такой световой фонарь у нас на потолке. И здесь окно большое, которое ведет на главную лестницу. Вход с Невского проспекта. Так, вроде связь нормальная. Здесь частенько проводят презентации своих книг авторы. Прям здесь вот восседают и общаются с читателями. Впоследствии какой-нибудь там автограф-пати начинается. Так, здравствуйте, я родился в Ленинграде, давно не живу там, раньше люди были другие, я имею в виду 80-е годы. Ну, слушайте, это еще же все, кто там у нас, отцы и дети-то, конфликт поколений и вот эта вся история, что раньше была вода мокрее, трава зеленее и вот это все. Вот, можно на нулевой этаж идти, можно на второй. Там на нулевом, короче, весь магазин раскидан по тематикам, соответственно. Есть электронный поиск, электронная картотека, в которой вы можете быстренько найти книгу, на каком стеллаже она стоит, и взять себе ее, прикупить. На втором этаже есть кафешка, и вот здесь вдоль вот этих панорамных окон
которые у нас выходят, ну, здесь с этой стороны на канал Грибоедова. Получается, вот можно за столом посидеть, попить кофе. Вот. В Питере с любовью, говорят нам зеркала. Вот, можно взять книжку тут же и посидеть, почитать. И с чашечкой кофе все это дело употребить. А в самом кафе, конечно, козырное место — это с видом на Казанский собор, про который я сейчас тоже скажу. Вот. С таким прелестным видом получается. Ну и, конечно же, и в самом кафе посидеть. А это вот такая очередь. Это только очередь в кафе. Но там кафе-то маленькое, небольшое. Поэтому кто-то просто берет здесь на входе кофе, чашку кофе, и уже вот на тех маленьких столиках, которые вдоль канала Грибоедова, пьет кофе. Я сейчас здесь ничего не буду. Так, Олег спрашивает, смотрю ли я стримеров из СПБ. Я даже теряюсь, я не знаю, что сказать. Когда ты сам снимаешь стримы, то есть ходить, или то я не только же стримы снимаю, я и полноценные видео, прогулки записываю в офлайн формате, как-то уже не то чтобы не тянет, но руку на пульсе, что называется, держу. Ладно, выходим. То я уже и приспотел, скажем так, слегка. Вот. Здесь можно зайти вот в эти в двери. Сейчас мы зайдем вот в эти. Заодно в Дом книги вход слева-справа, но я чисто так просто вам покажу. То есть мы с вами сейчас стояли в Доме книги, и вот за этим окошком я вам показывал и говорил, что здесь лестница. Даже лифт сохранился, даже два. Ну, как-то так. Ну, плюс еще магазин ВК Story здесь находится. Ну, а двери прямо реально шикардосные. Эти стекла с фальцем. Прямо все исторично. Так, зеленый, бежим. Бежим. Успеваем. Интересно географическое, не географическое, а расположение самого Казанского собора, его парадного фасада, что ли, так скажу. Пришел донат. Спасибо. Так, что мы про Казанский собор сегодня с вами узнаем. На другой стороне Невского стоит Казанский кафедральный собор. Собор был построен в начале 19 века и по желанию императора Павла I и очень похож на собор Святого Петра в Риме. Знаменитая колоннада собора, состоящая из 96 колонн, призвана была решить проблему, с которой сталкивались все архитекторы, строившие православные храмы на Невском. Дело в том, что проспект тянется с запада на восток, а по православным канонам алтарь храма должен быть тоже на востоке. Соответственно, храм не мог быть развернут к Невскому. Но благодаря колоннаде скульптору Воронихину удалось сделать боковой фасад парадным. Кстати, точно такая же колоннада должна была украшать собор с юга, но это так и не было осуществлено, да и внешняя отделка здания, оказывается, закончена не в полном объеме. Что не делает Казанский собор менее прекрасным. Так. Казанский собор, храм действующий, поэтому вход в него свободный. Заходите, смотрите, целуйте все, что видите.
много туристов всегда в этом месте. Но, наверное, много людей только здесь. Дальше мы пойдем по каналу Грибоедова. Людей будет в разы меньше. И не спрашивайте меня потом, где все люди. Вот, все люди здесь, на Невском. И вот эти вот товарищи с фотоаппаратами, не ведитесь. Вам как бы закинуть, что якобы я вас сейчас тут просто сфоткаю, а потом за просто фотку будут с вас просить деньги. Это разводилы очередные. Одну Евстигнеев сломал. Да, магия кино. Это вы про фильм «Удивительные приключения итальянцев в России». Там, если этот фильм смотреть, там столько вот этих вот, нестыковок, как они бегут от этого льва. Они то в одном направлении, то в другом, то в третьем, то резко на стрелке, то резко где-то еще. Там вообще кошмар. Там такой винегрет из узнаваемых мест Петербурга. Но в том-то и дело, что просто какие-то открыточные места питерские показаны. Но что поделать, как говорится, да? Все люди дома все петербуржцы, а гуляют исключительно проезжие, получается. Так, здесь у нас тоже такой пятачок будет интересный. Сразу 3 объекта на 1 квадратном метре. Сейчас буду рассказывать вот про это здание на углу канала Грибоедова и улицы Ломоносова. Дом номер 26. В нем располагался малый гостиный двор. Все мы знаем в Питере гостиный двор, но если по-хорошему, он большой гостиный двор. Есть еще и, соответственно, раз большой, есть малый. Вот малый здесь. Историческое здание работы Джакомбо Кваренги. Фасады здания выходят сразу на 3 улицы. На Ломоносова, на Думскую и на набережную канала Грибоедова. Здание было построено еще в 1790 году. Изначально проектировалось под торговое назначение. Силуэтом малый гостиный двор должен был копировать находящийся по соседству большой гостиный двор. Малый гостиный двор имел свою специализацию. Здесь торговали в основном мебелью, поэтому торговля велась исключительно днем. Свечи использовать строжайше запрещалось. Мебель слишком легко могла загореться вместе со зданием. Торговля велась оптом и в розницу. Товар отпускали на складах, находящихся во внутреннем дворе. Сейчас здание малого гостиного двора находится в довольно плачевном состоянии, но, как мы видим, уже леса сняты, его реставрируют. Все злачные заведения, которые в нем находились, очень много было баров и ресторанов, выгнано. Вот. А дальше у нас вот впереди по ходу нашего движения уже виднеется мостик с огромными золотыми грифонами. Точнее, золотые у них крылья. Это Банковский мост. Один из 3 сохранившихся до настоящего времени в Петербурге висячих мостов. Он был построен еще в 1825 году у входа в Ассигнационный банк. Грифоны, выполненные скульптором Петром Соколовым, он же создатель Львов. Еще на одном мостике через канал Грибоедова у нас впереди будет. Согласно древнегреческой мифологии, обладают способностью надежно охранять клады. Поэтому возле здания банка и было самое место. Знаменитый Банковский мост, уникальный. Господи, сейчас поближе подойду, увидите. В общем, мост уникален ажурной решеткой, ограждением моста в форме вееров и пальмовых листьев.
Сейчас подойдем, посмотрим, где там веера и пальмовые листья. Очень интересно. Так, что вы пишете? Не-не-не. Если есть большой и малый, средний быть не обязательно. Это исключение. Знаете, у любого правила должно быть исключение, которое правило подтверждает, да? Но вот со средним это только Васильевский остров справляется. Больше такого нет. Ну, видите, да? Или не видите? Вот эти вот веера и якобы, не знаю как, пальмовые листья. Ну а здесь через мост. Ну да, может быть такое, да. Через мост сам ассигнационный банк. Сегодня это университет экономики и финансов. Когда-то на этом месте находился морской рынок, но он сгорел еще в конце 18 века. Вместо него Джакомо Кваренги по повелению Екатерины II построил ассигнационный банк. Это, кстати, была его первая работа в Петербурге. Главный корпус был, собственно, банком, а одноэтажные галереи соединяли его с боковыми корпусами, где хранились деньги. Монеты в кладовые доставлялись из монетного двора Петропавловской крепости на баржах прямо по каналу. То есть вот мы как с вами идем от Марсового поля, там по каналам баржи заходили в Екатерининский канал и прям до сюда и разгружались. Теперь, видимо, особо богатые студенты, у которых мама, папа может себе позволить яхту, катер, надувную лодку, могут пришвартовываться вот здесь вот у этих спусков и идти учиться экономике и финансам. Ну, я, конечно же, шучу, ни разу такого не видел. Вот. Так, ну все, пока я для себя ничего жестко интересного не выписал на ближайшие минут 10, пока пойдем пообщаемся. Нам надо просто до Красноградской, до Красноградского переулка дойти бы. Это будет впереди. Всем привет из Омска. Да, Алена, привет. Ну, кому павлиний хвост, кому веер, кому пальмовая ветвь. Тут уж как пойдет. Слева тут уходит переулок. Он соединяет Садовую улицу и набережную канала Грибоедова. Он так и называется — Банковский переулок. Банковский. Ну и он прямо упирается у нас в Апраксины дворы. Так, как в 18-19 веках жители Петербурга обходились без света на улицах? А как стримеры и туристы? Стримеры очень легко без освещения на улице обходились. Вот так-то вот смотрите, действительно, электричества не было, освещение свечное, свечи дорогие, все дико экономилось. Вся торговля проходила только в светлое время суток, хотел сказать в светлое время года, но в светлое время суток. То есть зимой это все очень поздно открывалось и очень рано закрывалось. Все гостиные дворы, все рынки, они были с большими окнами и работали, ну, только в светлое время, все. Ну и получается, что и спать-то ложились, что там, стемнело, и все, и спим.
расцвело и работаем. Очередной мост через канал Грибоедова, пешеходный, Мучной мост по названию переулка. Следующий здесь у нас переулок Мучной, и, соответственно, Мучной мост. Давайте я перейду по нему. Пойдем по той стороне. Так, Роман, заходи. Так. Слушайте, вот парадные дворы я сильно здесь на канале Грибоедова-то и не знаю. И есть ли какой-то такой сакральный смысл? Проблемка с парадными, я говорил, что бывает, что связь пропадает. Так, здесь Мучной переулок у нас уже до Садовой, там Апраксин переулок, и он прямо до Фонтанки насквозь идет. Слушайте, если что-то увижу, то, наверное, зайду. Но так у меня на примете никаких парадных здесь вдоль канала Грибоедова нет. И, к сожалению или к счастью, не знаю, но у нас и так время ограничено. Я не хочу сегодня сильно растягивать нашу прогулку во времени. Вот. Кстати, всех мужчин, пользуясь случаем, поздравляю с 23 февраля. Гуляем мы накануне, сегодня 22-е. Праздником защитников Отечества, господа гусары. Вот, мы идем уже час, а канал только начался, грубо говоря. О, кран, наконец-то там дом строят. Ну как дом строят? Его сначала поломали, а теперь строят. Так, пока зеленый, надо успеть пробежать. Я вот могу зайти здесь, вот в этот ресторан, и показать вам интерьеры этого доходного дома. Очень интересные. Но тут, правда, ресторан вот на первом этаже. Там люди сидят, кушают. На меня могут напасть. Дядя Коля говорит, взаимно. Тогда уж защитников и защитниц с праздником. Женщин сейчас немало служит в армии. Ну тогда и с 8 марта тоже будем всех поздравлять. Потому что, как говорится, мужчин у нас тоже с женским настроением немало. Так вот я толерантненько пошутил. Кстати, улица Гороховая, одна из ветвей лучей Невского трезубца. Вот, давайте я зайду. Выгонят меня, так выгонят, но вы вот там офигеете от интерьера и от размахов. То есть вот начиная от окон, размера окон, заканчивая высотой потолков. Девочки, скажу, что я чисто такой показать зашел. Здрасте. Я оставаться не буду, я прогуляюсь туда-сюда и все. Вот. И вот зачищенные все потолки, то есть у нас здесь деревянные перекрытия, видимо там с засыпкой впоследствии. Ну и кирпичные стены. Высота вот окон, должны понимать, что здесь, наверное, окно 3 метра высотой. И летом открываются окна нараспашку, и подоконники из дверей сделаны. Но интересно. Интересно в таком месте посидеть, покушать, кофейка, может быть, попить. Вот, колонны, кстати, даже сохранились. Возможно, то ли это сохранились, то ли деревянные. Дерево вокруг металлических столбов. Вот, такое интересное место. То есть здесь можно сидеть и разглядывать все элементы, все
детали декора. Вот. А проходя здесь, мы видим просто парадную. Просто лестница, вот люди заходят и идут к себе домой. И окошко такой световой фонарь. То есть свет с улицы через это окно попадает уже в парадную к ним. Вот, все, ладно, наглеть не будем, никого смущать не будем. Убегаем. Ладно, все вам. Приятные девочки. Приятное место. Да нет, меня никто тут не выгонял, Незнайка, не. Я у девчонку сразу говорю, я туда-сюда прогуляюсь, она говорит, да, конечно, вообще без вопросов. Видите, все доброжелательно и без агрессии. Самое-то прикольное, что, ну, когда ты нормально, адекватно относишься к ситуации и оцениваешь ситуацию, ну, я имею в виду даже вот этих девочек, то я вот спокойно, молча прошел туда-сюда и никому не цепляюсь, никакого конфликта не раздуваю. Но как только начинается какая-нибудь агрессия в мою сторону, вот эту шумиху можно только, ну, усугубить. А зачем ее усугублять? Люди этого не понимают. Так, Алена Омск, спасибо за донат. Привет и с праздником. Да, всех еще раз с праздничком. Вот, а здесь кран стоит у нас на той стороне. Долгие-долгие годы здание стояло разрушенное, но сохранен у них был фасад. Фасад выходит вот на улицу. Господи, там какая? Казанская там или какая улица? Я уже забыл. Там был вырыт котлован, там уже выросли деревья. Но вот все-таки двинулась с мертвой точки. И здесь наконец-то в этом пробеле появится новый дом. То есть, наверное, фасад как раз вот то, что мы видим здесь, кирпичный, он туда красивенький останется. Окна опасно расположены. При мне девушка чуть не упала. Спасли. Но тут уж, да, ты балансируешь на грани прекрасного и опасного. Как говорится, конечно, защиты от дурака не существует. В каких-нибудь Америках могли бы засудить, потому что не предприняли все меры безопасности, да, но твоя собственная безопасность зависит, по большому счету, в первую очередь от тебя самого. Если ты дурак, то у меня большие вопросы, как ты вообще до этого возраста дожил и где-нибудь в люк-то не провалился. Так, хорошей прогулки желает Анастасия. Привет из Тюмени. Очень скучаю по Санкт-Петербургу. А как Петербург тут за вами скучает, не передать. Приезжайте, проезжайте. Так. До 104 дома мы еще не дошли, да, получается? Да, не дошли. Там в 104-м доме Грибоедов жил. Или дошли? Сейчас я что-то потерялся. 53-й. Так, у нас впереди еще надо 80-й дом поймать. Так. А, нет, это я тут потерялся. А, нет, не в ту сторону мотаю. Та-та-та-та-та-та-та. Доходный дом Стенбок Фермора. Вот имена какие были. Хотели бы жить с именем Стенбок Фермор.
Так, Вознесенский мост, Вознесенский проспект. Окей, идемте дальше. Идемте гуляем дальше. Здесь, сейчас покажу локацию. Как-то, господи, наш режиссер-то, наш, но сейчас такую фамилию скажу, что это. Тимур, Беков, как-то так заканчивается. Как-то на одну из годовщин Виктора Цоя снял клип одним кадром. Там девочка заходит в коммуналку, проходит сквозь коммуналку, там заходя чуть ли не в каждую комнату, анфиладные двери, проходя через кухню, выходит через черную лестницу, спускается по черной лестнице во двор, выходит из двора через арку. Сейчас вам эту арку покажу. Как раз зебра напротив. Вот, действие проходит в этом доме. Она выходит в итоге через эту арку. Здесь ворот этих еще не было. Вот, переходит здесь дорогу. На месте, где сейчас Вкусвилл, было кафе. Она заходит в это кафе, насквозь его проходит. Сейчас покажу дальше. Это, конечно, история про проходные варианты в городе. Где-то можно пройти, где-то нет. Привет из Казахстана, да. Ну вот мне это не выговорить, к сожалению. Бекмамбетов, да. По-моему, Бекмамбетов снимал прям клип одним кадром. Прям вот это было прикольно. Вот она, нет, она то ли здесь насквозь, то ли здесь какие-то товарищи останавливаются на кабриолете. Она мимо них проскакивает, заворачивает сюда, на набережную канала Грибоедова. По-моему, подходит здесь к ограждениям. И после тут у кого-то то ли прикуривает, то ли чего-то. И после заходит вот Every Dog Bar сейчас, а тогда какой-то другой Боревич был. Заходит внутрь. Она, оказывается, там работает официанткой. Собирает какую-то тут же грязную посуду, уносит на кухню туда и уходит во двор. И клип, в принципе, на этом заканчивается. И все это под музыку группы Кино. Ох, какая жирная чайка. Понятно, потому что здесь помоечка, поэтому и чайка жирная. И голуби тут как тут. Тут, видимо, очередные бомжи пировали, уронили бак. Вот теперь вот тут дворник с совковой лопатой прибирает. По левую руку через дом у нас, мы там проходим, у нас Сенная площадь. Спасский собор когда-то был. Были желания, чаяния и надежды некоторой части общества, некоторых граждан Спасский собор восстановить, воссоздать. Он, в принципе-то, строился очень тяжело и с косяками. Там и фундамент проседал, и башня накреналась. И все. Ой, ничего себе, у кого-то выход на крышу, что ли? На крыше. Нет. Так, считаю, что мы здесь по этому мостику перейдем.
Да, кто ждет Семимостья, Семимостье у нас впереди. На Семимостье зайдем, загадаем желание. У нас Сенной мост очень сильно похож и покрытием, и ступеньками, все на тот, через который мы уже переходили на Мучной мостик. Все они были деревянные, курить на них строжайше запрещалось, потому что от любого окурка сухое дерево вспыхивает мгновенно. Так, набережный канал Грибоедова 56-58. Пышечка. Лучшая пышечная в городе, на мой взгляд. Александр. 56-58, говорите. Ну-ка, сойди сюда. Сейчас. 1 second, please. Ты нет. Не будем заходить, времени нет. Нам надо до Вознесенского проспекта сейчас допройтись. Там у меня есть что показать и рассказать. Странный товарищ почему-то посреди дороги стоит. Зачем-то. Нет. Стрим. А вы хотели что-то рассказать? Да, у меня есть на путешествие бизнес. Можно прицепить к твоему Бизнесу. Да, я просто стримлю прогулки и все. Я понимаю. Просто денежная тема заходит на Россию. Я так же точно делаю. У меня вот там он лежит. Понял. Вот деньги предлагали, а я, дурак, отказываюсь. Я предложил. Удачи. И вам. Денежная тема, говорит, заходит. Ну, если, дорогой друг, товарищ, ты вдруг смотришь это видео в записи, то все контакты есть. Телеграм-канал, e-mail. Можно всегда написать мне. Там уже поговорим. Видите, сейчас на ходу прерывать стрим. Это не культурно и невежливо. Как-нибудь скоро. Я, может быть, на обратном пути зайду. Александр, в эту пышечную. Так, что нам надо Красноградский переулок, дом 80, дробь 5. 80 это по набережной канала Грибоедова и дом 5 по Красноградскому переулку. Тут тоже громаднейшие домины. Вот он от того угла все вот это до того, и он, короче, дом треугольником стоит. Громаднейшие, шикарнейшие мебелированные квартиры в нем сдавались первоначально. Оп. Видите, какой у нас узкий пешеходный просвет. Приходится вот так как-то разминываться. С согражданами. Чем дальше мы сейчас с вами удаляемся от Невского проспекта, тем все меньше и меньше будет становиться людей. Я даже сейчас удивлен, что много людей идет. Но вот это, скорее всего, местные жители.
куда-то идут. Да, вот здесь через мост, по мосту, через канал Грибоедова по Вознесенскому проспекту мы с вами перейдем на ту сторону, и вот там нам интересен розовенький дом будет. Вам про него кое-что есть сказать. О! На балкон поднимаешь взгляд, а там на балконе какая-то фигура, просто плоская, бутафорская фигура женщины. Там впереди нас как раз ждут мной уже упомянутый мост со львами. И рядом с ним там находится музей современного искусства. То есть, в принципе, вот эта вся прогулка по каналу Грибоедова для вас может стать, ну, не только вот какой-то альтернативой для Невского проспекта. Так, там какие-то, смотрю, ремонтные работы, но и что, да, как говорится. Так, все-таки надо здесь перейти, потому что там интересный домик у нас с интереснейшими барельефами, розетками. Дом Сонечки Мармеладовой. Ну, не совсем. Так, Вознесенский проспект — это третий, то есть у нас Невский проспект, Гороховая улица и Вознесенский проспект — это все лучи Невского трезубца. Видите, со всех трех улиц мы видим в перспективе шпиль Адмиралтейства. Так, как бы вам так показать, то есть он не убегал. Где какие-то работы ведут ремонтные тут вообще не только реставрации, тут вообще какие-то глобальные, все гранитные валуны, все камни, все разобрано, там временно усилено, гидроизолирована набережная канала и пересобирают. А нас сейчас, вот я вам буду рассказывать про этот дом, вдоль которого мы с вами идем. Сейчас я перейду дорогу, и чтобы было видно. Красноградский переулок. Привет из Омска, Светлана, привет. Так. На углу Красноградского переулка стоит дом 80/5. В последние годы он привлекает внимание знатоков нашего города. В сентябре 1982 года о нем писала «Панорама». Адрес. Интерес к этому дому вызван тем, что на его фасадах между вторым и третьим этажами помещены 23 горельефа русских писателей. Портреты повторяются по нескольку раз, чередуясь без определенной последовательности. Чаще других четырежды встречаются портреты Александра Сергеевича Пушкина, Жуковского и Крылова. Остальные портреты неузнаваемы из-за схематичности изображения и грубости гипсовых отливок. Да еще и
закрашенные многими слоями краски. Этот дом один из первых памятников русским писателям. Ну да, и Крылов, и Пушкин, возможно, Гоголь, возможно, еще кто-то. То есть вот эти все горельефы, они как на этот переулок Красноградский выходят. И также фасад, который выходит на канал Грибоедова, у нас с горельефами. Я тут уже не покажу. Опасненько техника работает. Так что идем далее. Когда-то, кстати, когда разрабатывался проект Екатерининского канала, одно из предложений, один из вариантов был спрямить русло реки Кривуши и Екатерининский канал сделать прямым, как обводный. Или как многие незнакомые с ударениями Петербурга говорят, обводной. Чем немало боли и страданий приносят петербуржцам. Но ладно, это я иронизирую. Но все-таки русло менять не стали. Как речка текла, как меняла направление, свои все изгибы. В принципе, так Екатерининский канал и был оставлен и только в камень облечен. Так, мне кажется, или темно? Как будто темно. Да, очень много зданий, кстати, в прошлое лето было отреставрировано. Даже вот сейчас здесь, к примеру, доделывают. То есть свеженькое все. Как будто бы, знаете, как будто дома помыли. Вот очень многим домам, вот, например, да, здесь в переулке, вот впереди дом, просто хотя бы помыли из керхера, как бы и вся лепнина отвалилась вместе с грязью. Такое ощущение, что грязь держит эту штукатурку и лепнину и все объемы. Поэтому реставрация глубокая, жесткая такая, прям с пескоструем. То есть сбивают старую штукатурку, а потом все это восстанавливают как было. Там, где канал Грибоедова делает резкий поворот, в створе Малой Подьяческой улицы расположен львиный висячий мостик. Чугунные опоры моста скрыты фигурами животных. Их пасти соединены между собой цепями. Модели фигур львов создал русский скульптор Павел Соколов, а строительство велось под руководством инженеров-мостостроителей Вильгельма Триттера и Василия Христиановича, участвовавших в сооружении всех висячих мостов северной столицы. Инженеры применили оригинальное архитектурное решение. Цепи, удерживающие мост, закреплены в скульптурах львов. В 1800
1938 году в парке Тиргартен в Берлине был построен мост, ставший уменьшенной копией Левиного моста. И в отличие от петербургского, его перила и пролет до сих пор остаются деревянными. Да, тихое местечко канала Грибоедова, да. Но есть некая... Так, Алена Омск, спасибо за донатик. Есть некое сходство, да, с Банковским мостом. Только там грифоны, вот эти львы с крыльями. А здесь просто, ну и, конечно, уже не цепи. Цепи заменены на такие металлические, не знаю, как это даже назвать-то. Ну, частично нет, это цепь. Ну, тут звенья. А если звенья, то это цепь. Ну, окей. В этом месте всегда полно голубей, кстати. Прям вообще жестко-жестко. Ну, все, естественно, голубями обделанное. Ну, а здесь вот и набережная, это цветное такое, цветные окна. Там как раз один из музеев современного искусства. Так, а сейчас вам хочу показать про один домик. Опять же, просто это ничего какой такой великой исторической значимости не имеет, но зато понятно. О, кстати, сейчас туда еще зайдем. Но интересен своей реконструкцией. Видите, по первому этажу здесь были каретники. Но нетипичные окна для домов, для доходных домов того времени. И балконы. Вот здесь на углу балконы прям как советский дом. Но как так в советском доме каретники были сделаны? Как так получилось? А получилось очень просто, что это действительно был доходный дом. Но после войны его отреставрировали. Ну как глубокая реставрация. Полностью были снесены и убраны перекрытия. И дом был переделан внутри. Поэтому здесь появились балконы. Поэтому здесь стали маленькие окна. Но каретники так и были оставлены. Ну, впоследствии гаражи. Улица Декабристов у нас. И мы сейчас зайдем в Юсуповский дворец. Но сам дворец мы не зайдем, потому что нас без билета туда не пустят. Но здесь с улицы Декабристов вход в один из дворцов Юсуповых. Так, опять эти стихи. Да. Опять же, прогуливаясь по каналу Грибоедова, у вас будет возможность заглянуть в Юсуповский дворец, в его внутренний парк. Вот. Здесь летом работает кафешка. Выставки, спектакли и мероприятия проходят. Сам Юсуповский дворец у нас вот справа, как мы заходили, он своим фасадом выходит на набережную реки Мойки, получается. Не пойду до конца, тут надо вглубь насквозь его пройти, вернуться. Так, дед Костян тоже спасибо за донат. Летом бы прогулялись. Ну ладно, давайте я дойду. Сделаю круг по этому небольшому парку. В сам Юсуповский дворец, наверное, вам я тоже порекомендую сходить. Дело хорошее, дело хотя бы не заезженное,
как минимум. То есть там вот на входе, где мы через арку с вами заходили, кассы, там вы покупаете билеты и потом уже идете сюда внутрь, через этот внутренний дворик. И сам Юсуповский дворец, вот желтенький. Получается, что заходим, как обычно, с тыла. То есть вот он все, вот это он, это все Юсуповский дворец. Все вот эти желтые. Сейчас там до ограды дойду. Просто чем вглубь дальше мы заходим, тем дольше нам будет надо выходить. Это тоже не всегда удобно. Да? Вот, и мне интересно, в каком моменте тут уже начнут билеты-то проверять. Там я уже вижу рамку металлоискателя. Вот это уж точно я не хочу. Так, вот там вход по билетам написано. Раз, два. Раз, два, три. Так, что со стримом-то такое? Что за скачки у нас? Непонятно. Выходим с территории Юсуповского дворца. Двигаемся. Ну, в общем, возвращаемся на канал Грибоедова. Просто хотел вам показать, что по ходу вашего движения по каналу есть места, куда вы можете тоже зайти и культурно просветиться. Так, немного тормозит и звук пропал. Так, а сейчас звук ВК висит. Не знаю. Короче, возвращаемся на канал Грибоедова. Там у нас все было неплохо со связью. Глушилки. Ну тут, слушайте, тут у нас Мариинский театр рядом. Может быть, там сегодня кто-то из высокопоставленных чинов и, не знаю, вряд ли глушилки, но все может быть, опять же. Все может быть.